Всем доброй ночи, а точнее доброго раннего утра. Сегодня дала себе обещание с утра, что буду пораньше ложиться спать, но не получилось. Очень много дел, много ответить нужно, очень много. Но напоследок решила все-таки снять 2 ролика очень важных ритуала, подарить вам и идти отдохнуть. Тем более, что сегодня день очень насыщенный. Нет времени для алтарей, да и алтарь здесь не нужен, поскольку это заговор, и он очень сильный заговор. Поставить запрет при опасности. Я вам говорила, что магия – это догмат, это неоспоримая истина, это точная наука. То есть одна истина связывается с другой истиной. Вот как до солнца не достать, так, чтобы враги меня не достали. Или как этот камень не загрызть, так, чтобы мой оберег не смогли перебить. Да, и я вам рассказывала тайна заговора, потом ключ, замок, язык, заговор и так далее. Примерно, чтобы вы поняли, как это вообще происходит. Есть в мироздании такие законы, необъяснимые даже для нас, как бы мы ни пытались это примерно объяснить, которые работают для того, чтобы то, что мы просим, сбывалось, получалось именно так, как нужно. Одним словом, запрет. Этот заговор я вам дарю в момент опасности. Поставить запрет. Коллега ваша пошла на вас жаловаться. Поставить запрет. Начитать. Начитать 3 раза. Начитать 13 раз. Начитать 6 раз. Смотря насколько сложный случай. Вот она пошла жаловаться на вас. Как сделать так, чтобы запретить ей это сделать, чтобы не получилось у нее, чтобы отвлечь ее, поставить запрет. Сесть начитать этот заговор. И она оттуда выйдет, скажет, что у начальника важное совещание, срочное дело, он куда-то ушел, или он слушать не стал, или наоборот, перед тем, как она пошла жаловаться, кто-то опередил ее, зашел на нее, нажаловался, и тут вместо того, чтобы на вас жаловаться, на нее наорали и выгнали из кабинета. Далее. Вот постоянно соседка вызывает милицию, полицию, идет, пишет на вас заявление, в общем, надоедает, не дает жить. По всякому мелкому поводу, по всякой ерунде. Как сделать так, чтобы запретить ей это сделать? Начитать каждый день, представляя этого человека, называя имя этого человека. Я вам сейчас объясню, как это сделать. Запретить ей это делать. И через некоторое время она перестанет, заткнется или отвлечется в другую сторону. Вы ночью идете и боитесь. Как запретить вору, убийце, любому злоумышленнику подойти к вам? Поставить запрет. Запретить это сделать. Можете ли вы прочитать для своих близких людей? Можете. Для мужа, для сына, для брата, для матери, для дочери, для самых близких друзей. Людей, извиняюсь. Друзей нет. Друзья пусть сами читают, дайте им этот заговор. Ну, например, есть люди, у которых племянник, брат, сын в плену. Да, у нас такое время сейчас. Конфликты, войны. Запретить ему навредить, запретить его убить там, чтобы он вернулся живым. Начитать на его фотографию и поставить запрет. Это сработает. Почему? Потому что мы свой заговор связываем с природными истинами, истиной мироздания. В мироздании это неоспоримо, а значит, неоспоримо сбудется то, что мы просим. Например, рыба не поет или поет? Рыба не поет. Это истина, истина. Неоспоримая истина, неоспоримая истина. Вот как рыба не поет, так и вот не случится то, что должно случиться. Или то, что не хотите, чтобы случилось. Примерно так. Итак, начнем.
Итак, читаем так. Заклинаю я силы судьбы. И через эту силу ставлю великий запрет. Как птица не залает, рыба не кричит, немой не орет, слепой не зрит, мужик не рожает, мертвый не дышит, так и, говорите, ну, например, так и, чтобы там, не знаю, Карпиня Дормидонтовна, моя соседка, не писала жалобы в милицию. Ну, примерно так. И это не произойдет. 40 замками запираю на 40 ключей. Замки не разомкнуть, ключи не найдутся. Слово и дело истинно. Еще раз прочитаем. Заклинаю силы великой судьбы. И через эту силу ставлю великий запрет. Как птица не залает, рыба не кричит, немой не орет, слепой не зрит, мужик не рожает, мертвый не дышит, так и, ну, например, чтобы меня ночью на улице никто не трогал. И чтобы столкновение не произошло. В общем, я здесь примерно сказала вам происшествие, да? И вы произносите, вы сами говорите. 40 замками запираю, на 40 ключей. Замки не разомкнуть, ключи не найдутся. Слово и дело истина. Здесь немножко по-другому произнесла первое, но это не имеет значения. Главное ядро, главное смысл передать. Заклинаю силу великой судьбы, и через ту силу ставлю великий запрет. Как птица не залает, рыба не кричит, немой не орет, слепой не зрит, мужик не рожает, мертвый не дышит, так и, чтобы это и это не случалось. Чтобы такого-то человека не трогали, или такого-то человека не убили, не ограбили. И пусть так это не произойдет. То есть, чтобы пусть там не тронут его, пусть... Это я так просто образно для вас, чтобы это не произошло. 40 замками запираю, на 40 ключей замыкаю. На 40 ключей замки не разомкнуть, ключи не найдутся. Слово и дело истинно. Устала немного, поэтому немного путаются мысли. Итак, начитывайте, связывая одну истину с другой, и будьте уверены, что все, что вы сказали, именно так и произойдет. Точнее, не произойдет то, чего вы не хотите. Здесь именно нацелено не на то, чтобы так произошло, а так на то, чтобы не происходило то, что вам не хочется. Перепишите этот заговор, используйте. Точно так же можете делать и дома. Например, у вас дома там разговоры, споры. Вы хотите, чтобы, ну вот что-то не произошло. Например, чтобы друзья не могли уговорить вашего мужа куда-то там поехать. Вот вам не хочется, чтобы он поехал. Вы идете в ванную комнату 3 раза, 6 раз, смотря насколько ситуация такая обостренная. Начитываете, как вот это, так, чтобы они не смогли его уговорить, так, чтобы он никуда не смог, или так, чтобы он точно так бы и не мог уехать, или чтобы поездка не получалась. Да будет так. И все. И через некоторое время вы увидите, что произойдет. Прям буквально на ваших глазах. На работе, да где угодно. Если вы видите, что человек, например, продает рядом с вами, да, тот же товар нарочно привозит, есть такие вещи между продавцами, так, конкуренция такой, знаете, нездоровая. И сделать так, чтобы у нее вообще весь день ничего не купили, чтобы это для нее стало уроком, и она больше так подло себя не вела. Вот так вот, как там птица не лает, как рыба не кричит, так, чтобы у нее точно так же и товар не покупали. И увидите, что случится. Это очень сильная работа. И я думаю, и уверена, и надеюсь, что оно вам пригодится точно так же, как и все другие мои труды. Всем удачи!